Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и пиши в комментариях, что именно тебе понравилось и какие темы видео ты бы хотел видеть здесь. Каждое утро, просыпаясь, мы совершаем один и тот же ритуал. Сначала включаем кофе, затем читаем новости, собираем детей в школу и спешим на работу. Это может показаться утомительным, но задумывались ли вы когда-нибудь, что жизнь порой напоминает бесконечный день сурка? На протяжении многих лет мы повторяем одни и те же действия, сталкиваемся с одними и теми же проблемами, но стремимся к новым целям, забывая, что иногда наше существование оказывается застывшим в одном мгновении. Фильм «День сурка» — это яркий пример концепции временной петли, где главный герой, сыгранный Биллом Мюрреем, живет один и тот же день снова и снова, сталкиваясь с собственными ошибками и выбором, который ему предстоит сделать. Научная фантастика изобилует подобными сюжетами, где временные петли становятся основой для глубоких размышлений о судьбе, свободе воли и последствиях наших действий. Поклонники жанра часто задаются вопросом о том, возможно ли существование временных циклов в реальной жизни и как они могут повлиять на наше восприятие времени. В этом видео мы будем стремиться понять, возможно ли существование временных петель в реальном мире. Мы обсудим различные типы временных петлей, их отображение в художественной литературе и кино, а также поднимем важные вопросы о том, что такое время и как оно влияет на нас. Кроме того, мы попытаемся выяснить, какие научные аспекты могут поддерживать или опровергать концепцию временных петель и какой смысл можно извлечь из этого необычного опыта. Прежде чем углубиться в детали, давайте сделаем небольшой перерыв, чтобы вы могли осмыслить вышесказанное и подготовиться к погружению в захватывающий и сложный мир временных парадоксов. Что такое временная петля? Просто говоря, это когда герой переживает один и тот же промежуток времени, зачастую зацикленный на определенной дате или событии. Важно отметить, что иногда этот цикл завершается гибелью персонажа или истечением временного отрезка, но при этом герой сохраняет воспоминания о предыдущих попытках изменить ход событий. Представьте, что вы застряли в одном дне, которому не видно конца, и каждое ваше действие приводит к одной и той же реакции окружающих. Какие решения вы бы приняли для изменения своего будущего? Смогли бы вы вырваться из этого цикла, если бы знали, что на одном из новых этажей вас ждет нечто удивительное, если только вы не запутаетесь, играя с временем? Когда мы говорим о временных петлях, невозможно не упомянуть причинные петли и парадоксы, которые они сопровождают. Представьте себе, что в попытках предотвратить апокалипсис, вызванный неким безумным ученым, он сам становится причиной своего же существования. Это приводит нас к аргументации против возможности путешествий во времени. Вспомним «Терминатора», как возникновение Скайнета стало хаосом именно благодаря вмешательству из будущего. Это послужило катализатором для обсуждения не только временных петлей, но и морали действий, силы выбора и его последствий. Все эти примеры требуют внимательного анализа логики, на которой строится мир временных коллизий и как она отражает наши собственные опасения о свободе воли. Иногда сюжетные линии становятся еще более запутанными. Представим девушку, попавшую в странный временной континуум, где она неожиданно становится своей же матерью и дочерью. Это безумие ставит ее перед сложным выбором: продолжать существовать в замкнутом цикле или разорвать его. Как такой сценарий, в котором сама себя создает, влияет на ее восприятие жизни и взаимодействие с другими персонажами? Это вызывает размышления о том, что такое реальность и какую роль в ней играет личный выбор. Не всегда очевидно, что перед нами временная петля. Например, персонаж может проснуться в начале момента, который он уже прожил. В этих сценариях писатели прибегают к мистическим силам или заставляют зрителей задуматься, почему это происходит. Такое объяснение создает пространство для интерпретации и обсуждений.
В то же время оно может провоцировать вопросы о том, как наше восприятие времени формирует искаженные представления о нашем прошлом. Нельзя не упомянуть День сурка как культурный феномен, который оставляет множество нерешенных вопросов, так и не ответив на них в финале. В «Границе будущего» временные петли объясняются инопланетными способностями манипулировать временем. Подобные механизмы позволяют авторам делать глубокие выводы о важности знаний, выбора и их последствий. Как насчет игр? В таких произведениях, как «12 минут», «Returnal», «Forgotten City» временные петли становятся ключевыми элементами игрового процесса, предоставляя игрокам возможность переосмыслить свои действия, шаг за шагом находя новые подходы к решению поставленных задач. Это создает уникальный опыт, в какой-то мере заставляя игроков обращать внимание на свои действия и следствия. Старые игры часто не имели системы сохранения, и каждая новая попытка была шансом начать заново. Однако, в отличие от Дня сурка, в видеоиграх игроки могут сохранять накопленный опыт и знания о расположении врагов, мероприятий или других игровых механик. Это создает эффект петли времени, позволяя игроку постепенно проходить вперед с каждой новой попыткой, исследуя мир игры и адаптируя свою стратегию. Известные авторы и сценаристы, такие как Нил Стивенсон и Кен Фоллетт, погружают читателей в миры временных аномалий. В таких произведениях, как Deathloop, временная петля объясняется временной аномалией на субарктическом острове. Кроме того, различные обсуждения моральных аспектов временной петли углубляют наше понимание о том, что значит быть человеком, каким является выбор и как он формирует наше самоощущение в рамках общества. В литературе временные петли нередко служат метафорой для исследования человеческих движений, позволяя читателям задаться вопросом о смысле своего существования и последствиях своих действий. В игре Outer Wilds временные петли используют концепцию черных дыр и кротовых нор. За 22 минуты персонаж проходит свои испытания, окончательно выбрасываемый в прошлое взрывом сверхновой, что представляет собой уникальный подход к представлению времени в играх. Об их механизмах и последствиях размышляют не только игроки, но и разработчики, внося новые идеи и вызовы в игровую динамику. Теории о путешествиях во времени поднимают важные вопросы о возможности существования замкнутых временно подобных кривых. Здесь стоит вспомнить Геделя, который описал такие кривые, но они отличаются от нашего мира. Гедель, как математик и философ, использовал концепцию непрерывности времени как основу для своих гипотез, что дало возможность многим мыслителям увидеть шире, чем просто параметры естественной реальности. Кип Торн предложил использовать кротовые норы как возможные машины времени. Сам процесс изменения времени может быть реальным и способствует осмыслению того, как мы воспринимаем собственное существование. Поэтому этот аспект требует серьезного обоснования и понимания. Помните, как важно учитывать замедление времени. Это явление не только интересное в рамках научной теории, но и применимо на практике, например, в современных ГПС-системах. Но существование кротовых нор и их способность служить проходами во времени остается под вопросом. Это может приводить к различным интерпретациям и обсуждениям, связанным с будущими инновационными технологиями и их влиянием на повседневную жизнь. В Дне сурка высокоразвита цивилизация создает тоннель во времени, который объясняет возникновение временной петли, но механизмы его работы остаются туманными. Этот фильм заставляет нас задаваться вопросами о том, как наши действия могут создавать последствия, выходящие за пределы понимания. Во многих произведениях остается множество нерешенных вопросов. Например, как механизмы возвращения в начало петли и сохранения памяти могут быть объяснены. Возможно, они связаны с концепциями мультивселенной, которые терзают умы ученых уже много лет. Этот вопрос никогда не теряет своей актуальности, так как мы продолжаем исследовать границы известного. Тахионный антителефон как концепт предлагает возможность отправки информации в прошлое,
Но это требует дополнительных гипотез и технологий. Мы находимся на грани научного понимания, и ответ на вопрос о том, возможно ли отправить информацию в прошлое, оказывается не таким простым, как кажется. Концепция о том, что можно послать информацию назад во времени, становится более интересной благодаря изучению новых технологий, таких как квантовая запутанность. Однако, чтобы это произошло, нужна поддержка научных открытий и концептуальные идеи, способные изменить наш подход к теме времени. И в этом сценарии пришельцы могут не только делать физические перемещения, но и переписывать кусочки нашей памяти. Телепортация сама по себе является захватывающим аспектом временных петель. Создание точной копии человека — сложный процесс, который поднимает множество вопросов о том, кто мы есть и что значит существовать в пространстве и времени. Если мы можем создать копию с его памятью, возникает вопрос: кто из них настоящий? Представьте, что вы подключены к симуляции, где ваш личный цикл времени вызывается создателями. Это могли бы быть некие высшие сущности, которые контролируют все ваши действия и делают простейшие изменения, избегая хаоса. Персонаж, переживающий один и тот же отрезок времени, сохраняет память о предыдущих циклах. Это погружает нас в размышления о реальности нашего существования и о том, насколько свободны мы на самом деле. Путешествие по временным петлям переполнено парадоксами и загадками, открывающими множество возможностей для размышлений о нашем существовании и о том, что время — это не просто последовательность событий, а сложная конструкция, имеющая тренды, влияющую на каждую миг света. Временные петли, воплощенные в искусстве и науке, продолжают вызывать наше восхищение и ужас в равной мере, заставляя нас задуматься. Возможно, наши стандартные представления о времени перстенция пространства, отныне его переписывать, скоротьетка 2000 уже сейчас.